Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад событий до конца весны. И своеобразный итог мы все подводим. Доброе небо мая и располагает к тому, чтобы мы вспомнили о том, какие задачи мы ставили перед собой на начало весны, а то и на начало года. Что мы сумели реализовать, а что для нас уже не имеет ни смысла, ни силы, и мы не хотим это продолжать. Чтобы мы были добрее к собственной душе, к собственным планам, мечтам и простили себя и где-то других за ошибки. И если мы не имеем возможности вернуться назад, чтобы правильно начать, то мы имеем возможность устремиться вперед, чтобы правильно закончить и отпустить с душевным спокойствием то, что мы не в силах изменить, и настроить собственное мужество, силы направить в какую-то область, где как раз они будут приложены, и мы увидим результат. И, безусловно, мудрость, которая поможет нам отличить одно от другого. И у нас сегодня колода Таро ангелов, поддержки ангелов. Вот давайте узнаем, что же для вашего знака зодиака напророчат карты. Я же предлагаю вам перейти по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе в описании под видео. И есть также в сообществе эта ссылка на свой сайт, где я опубликовала гороскоп на май. Я там подробно планетарные энергии для каждого знака зодиака описываю. И вы тоже что-то можете продумать свое, порассуждать, посмотреть по своему асценденту или даже по Луне. И я так надеюсь, какие-то подсказки будут. Но мы идем вперед. И первая карта, первый вопрос. Что же окончательно завершится, мои дорогие козероги, до конца весны? А что нового войдет в вашу жизнь? Может быть, сфера жизни? Какие вопросы в сфере жизни вы закроете? И что для вас будет на будущий период более, прогрессивно? Неожиданности карта. И чем запомнится этот период весны для вас, мои дорогие козероги? Три карты на события. И первое, то событие, которое изменит или приходит в вашу жизнь для вашего благополучия, для радости. Вторая карта – события, которое вас подталкивает к переменам. Может быть и сфера жизни, где происходят перемены. И третья карта – это то событие или сфера жизни, которая заставляет вас измениться самих. И что же окончательно завершится? А вот знаете, какой-то карта прокрастинации, семерка воды. Когда мы все никак не можем начать, приступить к чему-то, или нас что-либо отвлекает, или мы думаем, что либо не получится, к примеру, мы в себе сомневаемся, или какие-то вопросы постоянно, повторюсь, нас отвлекают, и мы никак не можем, буквально нам изображена витрина, в которой стоят 7 кубков, и она уже запылилась. Все никак нет как бы силы или возможности открыть эту дверцу. И вот настала пора, что окончательно завершится. Какая-то буквально нерешительность, или когда вы в себе сомневались, или какой-то выбор, все же выбор сам по себе проходит по этой карте, которую длительное время вы не могли сделать, осуществить. Или когда была ситуация тысячи неопределенностей, а здесь все встает на свои места. И правда, почитайте мой сайт. В двух словах поясню. У нас в течение апреля месяца Меркурий был почти весь апрель ретроградный. И это какая-то путаница, это задержки, какое-то дежавю. Всегда с Меркурием это связано. А в мае меняется энергетика. У нас Меркурий уже не ретроградный, и он у нас в Овне. Это решительность, решимость. Это больше конкретики, больше информации, больше ясности в первую очередь. Далее, с 15 уже и до окончания мая у нас будет Меркурий в знаке зодиака Телец, в земном знаке, мои дорогие. И в Тельце у нас еще и Венера, где она себя чувствует наиболее комфортно. Все то, что касается нашей земной жизни, благополучия, изобилия, процветания, работы, которая не в пустоту или не нужна кому-то, а к нам она приходит в виде какого-то нуля, а то, что для нас именно значимо, вот до конца мая вы с этими вопросами можете либо определиться, либо сделать важный выбор. Что же нового войдет в вашу жизнь? Что вам сказать? Пятерка жезлов, она говорит о том, что есть
то когда вас, может быть, по привычке будут пытаться так вот дергать в разные стороны. И нам говорят о чем? Не занимайся теми делами, которые нужны кому-то. Или не откликайся на первую услышанную информацию. Я называю часто эту карту информационный хаос. Почему? Потому что к нам приходят какие-то новости, мы что-то слышим. Знаете, такое первое состояние. Вау, ну надо же. Эх, я сейчас что-нибудь сделаю или отвечу, или как-то про взаимодействие. А всегда эта карта говорит, держи нейтралитет. Не включайся во что-то. Потому что либо информация ошибочная, либо то, что ты начнешь делать, потом тебе вот как раз и будет означать какой-то ноль, то есть это кому-то нужно, а не вам. И вот что новое приходит в вашу жизнь, вы по-другому себя пересмотрите. Вы для себя откроете, наконец, дверь в будущее и перестанете откликаться на какую-то многозадачность, которая либо где-то фальшива, либо нужна кому-то. Вы научитесь держать нейтралитет и не включаться в те вопросы, которые не нужны вам. Вы больше переключитесь на самих себя, мои дорогие козероги. Вы люди очень надежные. И правда, поручи козерогу какое-то дело и спи спокойно, потому что козерог впрягся в это дело, он будет тащить, тянуть, надеяться на себя, не считаться собственным временем, усилиями, потому что он же сделать должен очень хорошо, потому что он же пообещал. Вот смена энергии полностью. Когда вы себя не оставите на потом, вот как эту семерку кубков, и не включитесь в какие-то решения, те, которые вас, точнее, кто-то подцепил на крючок, вот вас никто не зацепит. По крайней мере, карты-то как раз об этом говорят, что эти энергии ведут к вашему благополучию. Неожиданности. Хотя кто-то может пытаться, безусловно. Это происходит в нашей жизни постоянно. Кто-то провоцирует конфликт, кто-то настаивает на своем, причем не выбирая слов. И на протяжении нашей жизни это не закончится никогда. Будет зависеть, когда мы учимся не включаться в те вопросы, которые для нас не имеют никакого значения. Вот смена энергетики для вас до конца весны это будет важно. У кого-то это будет означать неожиданностях. Мы смотрим, это карта романтики, это карта эмоций. Это карта добрых отношений, карта эмпатии, предложений, в неожиданностях предложения поездки или встреча нового человека в вашей жизни, или какая-то прежняя история может вспыхнуть с новой силой, как вот через чувство. Безусловно, по этой карте подарки какие-то могут быть или приятные радостные новости, которые касаются лично вас, мои дорогие козероги. Есть еще и драматизм в этой карте, когда мы можем оставить себя на потом или начать какую-то глубокую философию на мелком, кстати, месте. Карта ведь не говорит о том, что продолжение какое-то следует. Нет, карта говорит, приглашает нас в неожиданностях чему-то порадоваться. И не драматизировать события, не думать слишком много. И, как, знаете, не искать черную кошку в темной комнате. Ее там нет. Чудесная карта. Чем же вам заполнится этот период? Шестерка воздуха. И самое главное, карта говорит, переверни страницу собственной жизни. Прошлое не имеет никакого значения для тебя. Отправляйся буквально в путешествие. Чем запомнится этот период, мы спросили. Это у кого-то может быть смена работы, а для кого-то переезд. Для кого-то из вас, мои дорогие козероги, полностью переориентироваться вы будете, если это уже стояло в ваших планах, на начало мая или даже на предыдущий период вы, к примеру, изучали новые технологии или совершенно новые виды деятельности, то здесь уже, скорее всего, вы к чему-то или будете приступать. Хотя для кого-то из вас может, знаете, означать, когда я слишком долго не мог сделать или не могла сделать это самый выбор, а теперь вы его делаете и устремляетесь вперед, и эта карта который обещает полностью успех. Но успех не в прошедших каких-то делах, а в будущих. Это карта заслуженного успеха, когда у нас хватает мужества идти вперед. Не зависнуть в той ситуации, которая более интересна кому-то. Не зависнуть в прокрастинации, когда мы все никак не решаемся сделать выбор или открыть вот эту дверцу нашего будущего и, наконец, с чем-то определиться. Но когда мы чем-то вдохновляемся, на что-то соглашаемся,
приводим в баланс собственные душевные силы, в гармонию какую-то внутреннюю. Здесь мы восстанавливаем, устремляемся вперед. И чем запомнится период до конца весны? Это правда, вы перевернете страницу собственной жизни. Видимо, оглянувшись назад, может быть, в течение лета, летних месяцев, вы где-то удивитесь, что надо же, я совсем по-другому думал еще или думала на начало года или даже начало весны. Карта прогресса любая, 6, повторюсь, по нумерологии это всегда победа. Вся активность проходит в 6 стадий, и шестая заключительная. Но это то, что вы сделаете сами. Это не то, что нам кто-то помогает, а это когда у нас хватает вот этой решимости. Сесть в лодку и отправиться к новым берегам, оставив прошлое за спиной. Давайте мы узнаем то событие, которое для вашей радости, благополучия, что-то по личной жизни может определиться. Двойка воды, как раз нам о партнерских отношениях. Это партнерские отношения могут быть по работе, по бизнесу, партнерство в вашем социуме. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. Но, безусловно, это карта любви. Это карта взаимоотношений, эмпатии, чувствительности, договоренности, мои дорогие, когда у вас есть как минимум один человек, который вас любит, готов прийти на помощь, который вас именно чувствует без слов, который вам желает добра. И если мы говорим, как вот то событие, которое для радости, для благополучия, это ваша личная жизнь, мои дорогие козероги. И если вы сейчас один или одна, тогда вот этот весь верхний ряд просто кричит о том: хватит быть в сольном варианте, козерог. Выбрать счастье, личное счастье, а не одиночество. Уйти, может быть, от тех задач или от твоей большой занятости в работе и перераспределить время для личной жизни, для самого себя или самой себя, и победа обеспечена. Или конкретно отправься в путешествие, там тебя ждет новое знакомство. А почему нет? А у кого-то это новое знакомство может прийти через работу или через обучение. Конечно, судьба нас может встретить буквально за углом, но будьте внимательны в период до конца мая. И, повторюсь, доброе небо мая. У нас Венера в знаке зодиака Телец. Мои дорогие козероги, помните, что-то очень хорошее для вас приготовлено в мае месяце. И будет важно не пропустить. Ну а те, кто в паре, могут решить очень многие вопросы, разобраться с какими-то сложными ситуациями. Может быть, родственников, вашей пары, ваших детей. И все равно перевернуть эту страницу жизни мы как будто вместе. Давайте посмотрим, что же вас подталкивает к переменам. А это вы сами, король Земли. Это уверенность в завтрашнем дне. И по этой карте идет доброта. И тот человек, буквально у нас мужчина, с хлебом изображен. Хлеб это всегда как итог. И с другой стороны, это благополучие символ. Это достатка символ, безусловно. И вот ваша сильная позиция, вы будете ощущать, что часто ведь еще добавлю, что у нас король Земли показывает о наших близких. И где-то продолжает карта значение, то, что я сказала, для тех, кто один или одна, вы можете встретить того человека, который, но с вами как на одной волне, в одних энергиях. Для него важны ценности, не цена, а именно ценности. Точно такие же, которые важны и для вас. Поэтому для людей семейных здесь можно решить вопросы по поводу переезда, если таковой стоит в вашей программе, или благоустройства собственного жилья. Комфортно, может быть, сделать его более. Для кого-то из вас это может означать переезд через работу и обустройство на новом месте. И это тоже у вас получится осуществить. Вопросы заработков, безусловно, проходят по королю Земли. И это сама по себе стабильность, размеренность и реализация собственных проектов. Вы будете видеть, что если я прикладываю собственные усилия, время, энергию в том направлении, куда я хочу, где мне интересно, я получаю значительно больший результат, чем я пытаюсь быть хорошим для всех и сразу какие-то дела переделать, а себя оставляю всегда на потом. Уход вот от таких ошибочных энергий в сторону собственного благополучия. Вот это и будет для вас означать перемены.
События, которые заставляют измениться вас, личной жизни. Как ни крути, шестой, старший аркан, влюбленный, да, есть выбор, безусловно, это тоже присутствует в этом аркане, который для вас очень важно сделать именно до конца весны, мои дорогие козероги. И по личной жизни карты просто все кричат для тех, кто один или одна. Не будет полноценного счастья, если ты будешь в дальнейшем пребывать в сольном варианте. Именно личная жизнь тебе подарит новый вкус радости, свободы, вдохновения, откроет для тебя новые горизонты возможности. Ты прочувствуешь себя более счастливым. Это новые краски жизни. Или партнерские отношения тоже могут проходить. У кого-то, безусловно, это ваша работа, ваш бизнес, но тогда по бизнесу, по работе какие-то новые берега. И вы все равно выбор. Выбор нам говорят, ведь это тоже где-то выбор. Шестерка воздуха. Семерка воды, в первую очередь выбор. И заканчивается картой старшего аркана влюбленный. Это тот выбор, который жизненно необходим для вас. И есть ведь все-таки у вас выпадает пятерка жезлов в позицию, что нового войдет в вашу жизнь. Это не новое, нет, это все старое. Люди, как я уже сказала, как продолжали или осуществляли прежде через вас какие-то свои желания, проекты, они будут в этих же энергиях. Вы их никогда не измените. Задача перед вами, мои дорогие козероги, изменить свое отношение к жизни, свое отношение к новостям, к людям, к их желаниям и, самое главное, к самому себе поставить себя на первое место и сделать этот выбор в пользу себя самого. И любовь, и счастье, и изобилие, процветание, победа в ваших каких-то творческих, рабочих проектах у вас тоже все осуществимо. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие козероги.